До середины 70-х годов мир мотокросса был исключительно компетенцией европейских брендов. Все титулы чемпионата мира были сосредоточены у таких брендов, как BSA, Husqvarna и Maika. Но в 1965 году японская выскочка из Хамамацу под именем Сузуки приняла решение попробовать свои силы на трассах Гран-при. Первоначально их мотоциклы были ненадежными, тяжелыми и плохо управляемыми. Однако в начале 70-х Сузуки полностью изменила свою программу, и всего за 4 года компания прошла путь от невнятных машин до победы на чемпионате мира. В это время японские производители были сосредоточены на производстве мотоциклов классов 125 и 250 кубических сантиметров, и лишь открытый класс оставался в стороне. Потому что для японцев самыми важными были мотоциклы тех классов, которые лучше всего продавались. Однако все поменялось после выхода в 1975 году первой успешной модели RM125, за которой в 1976 году последовала версия RM250 и новый мотоцикл в открытом классе RM370. С появлением этой серии мотоциклы Suzuki получили прозвище Yellow Magic – желтая магия. Они были реальной силой, с которой всем пришлось считаться. Новый мотоцикл Open класса от Suzuki RM370 имел одноцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением объемом 372 кубических сантиметра, который выдавал 38,5 лошадиных сил максимальной мощности. Диаметр цилиндра составлял 77 мм, а ход поршня 80. С выходом этой модели Suzuki впервые представила впускной лепестковый клапан с названием Power Reed. Он обеспечивал питание сразу двух отдельных впускных трактов. И несмотря на то, что он не вполне соответствовал обещанию инженеров о хорошей мощности на верхах, он действительно помог сделать достаточно ровный диапазон, который был превосходным на низах и в середине. RM370 был, естественно, не самым быстрым мотоциклом в классе. Эта честь выпала на Yamaha и Maika, но он был конкурентоспособным и на нем было легко ездить. Коробка передач была пятиступенчатой и с хорошими передаточными числами, но она вызывала множество жалоб. Малейший толчок мог переключить передачу или включить ложную нейтраль в самый неподходящий момент, а основную нейтраль порой было трудно поймать. Хотя двигатель нового RM370 получился достаточно хорошим, главным оружием все-таки была его замечательная задняя подвеска. В 1975 году Yamaha представила свой радикальный моноамортизатор с большим ходом и открыла новую эру в производительности подвески. На что в 1976 году Suzuki ответила, представив свою новую заднюю подвеску под названием True Track с увеличенным ходом, но с двумя амортизаторами Kayaba, которые имели плавающий поршень, разделяющий масло и азот. Инженеры Suzuki пошли более простым путем. Верхние крепления они установили под углом, а нижние сместили на 2,5 см назад. Это позволило увеличить ход задней подвески до 213 мм. Точная настройка ограничивалась 3 позициями предварительной нагрузки пружины, и у нее не было возможности регулировки демпфирования, отскока и сжатия. Поскольку большинство амортизаторов в 1976 году были нерегулируемыми, гонщики обычно покупали продукцию у тюнеров, если требовалась более высокая производительность. Что касается передней вилки Kayaba, то ее ход был увеличен до 220 мм, но она была слишком мягкой для быстрых или тяжелых гонщиков,
Замена пружин на более жесткие решала эту проблему. Ее производительность считалась очень хорошей, но не дотягивала до стандартов, установленных замечательной задней подвеской. Вилка была на втором месте в своем классе и уступала воздушной передней вилке Yamaha YZ400. Хотя RM370 был в 1000 раз лучше, чем предыдущий TM400 Циклон, благодаря своей замечательной подвеске и двигателю, он был не без проблем. Самыми вопиющими проблемами были его хрупкие колеса фирмы Takasago, которые были слишком мягкими, легко сгибались и требовали постоянного внимания. Спицы в частности были предметом беспокойства, их необходимо было постоянно подтягивать, чтобы хоть как-то предотвратить поломку хрупких колес. Также, в то время как большая часть мотоцикла состояла из новых деталей, то тормозная система была взята от модели TM, поэтому передний тормоз при жестком использовании почти сразу терял информативность. Ну а решение компании вместо стержня для приведения в действие заднего тормоза использовать на своих моделях серии RM тросик привело к проблемам, поскольку трос, как правило, собирал много грязи и мусора, плюс к этому сам механизм был склонен к блокировке колеса. Но все равно с появлением нового RM370 был установлен новый стандарт для японских мотоциклов класса Open. Это была быстрая машина с хорошей подвеской и управляемостью, готовая к гонкам прямо из коробки. В 70-х годах Suzuki называли заводом, штампующим титулы. За то десятилетие на ее машинах гонщики выиграли 10 титулов на чемпионатах мира, 5 в 125-кубовом классе и 5 в открытом.